Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Motomаximus. Буквально недавно я снимал для вас обзор на новые покрышки от турецкого бренда компании Anlas, модель Capra RD. И для того, чтобы снять полноценный и интересный обзор, я взял мотоцикл Yamaha FJR 1300 у моего товарища. Взял я его на неделю, обул на него эти замечательные покрышки, покатался на нем. И имея такой замечательный мотоцикл у себя в гараже, я, конечно же, не удержался, чтобы не снять на него обзор. Тем более, что с этим мотоциклом меня связывает давняя история. Однажды я чуть не купил себе такой мотоцикл, поэтому впечатлений у меня от него, конечно же, масса. Итак, друзья, на нем уже обуты новые покрышки, поэтому давайте-ка мы снимем на него коротенький, но интересный обзор. Покрышки от Anlas установлены на Yamaha FJR 1300, и сегодня первый день мы стартуем, начинаем их тестировать. Впереди у нас неделя. Ну вот буквально пару кадров о том, как эти колеса выглядят на Yamaha FJR. Стали они без проблем. Хозяин сказал, что родной размер на этом мотоцикле 180 сзади. Мы поставили 190, но он стал прекрасно, смотрится отлично. И я думаю, при таком объеме двигателя и при такой мощности 190 колесо этому мотоциклу совсем не помешает. Вчера был технически коротенький заезд по городу, для того, чтобы вспомнить немножечко, как управляется этот мотоцикл, понять, все ли болты и гайки затянуты. И, конечно же, фокус этого обзора в первую очередь направлен на эти покрышки. Но, имея в руках мотоцикл FJR 1300, я думаю, будет не лишним сказать пару слов о нем и сделать, так сказать, небольшой такой краткий обзор. Поэтому давайте пару слов о Yamaha FJR 1300, мое мнение об этом мотоцикле, ну и начинаем тест-драйв покрышек. Итак, Yamaha FJR 1300, конкретно этот мотоцикл, который предоставлен мне на обзор 2006 года выпуска. Мотоцикл FJR 1300 в своей основе имеет мотор объемом 1300 кубических сантиметров. Конкретно у этого мотоцикла есть ESP, есть ABS. Сказать, что мотоцикл хорош, ничего не сказать. Конечно же, это отличный мотоцикл. Это замечательная такая ракета для комфортных дальних путешествий. Но, признаюсь вам честно, с Yamaha FJR 1300 меня связывает определенная история, потому что больше 10 лет назад, когда у меня был вопрос смены мотоцикла, я тогда ездил на 600-кубовом дорожнике, хотел себе что-то помощнее, с большей ветрозащитой. Я рассматривал два мотоцикла. Я рассматривал FJR 1300 и рассматривал Yamaha Fazer. Но тогда мой взор пал именно на Yamaha Fazer. Он мне понравился больше, и я на нем отъездил много лет. Сегодня я не считаю Yamaha FJR 1300 плохим мотоциклом или неподходящим мотоциклом. Он однозначно хорош, но он также остается не моим мотоциклом по ряду причин. Ну, во-первых, я путешествую все-таки в стиле тур-эндуро, и мне очень нужны съезды с асфальта, а на этом мотоцикле это будет сделать непросто. Но мое мнение, конечно же, субъективно. А теперь давайте пройдемся по объективным вещам, касающимся этого мотоцикла. Стоит уделить отдельное внимание панели приборов. Тахометр и спидометр здесь аналоговые. Здесь контрольные лампы, нейтраль. И здесь небольшой цифровой дисплей. На нем показаны уровень топлива в баке, уровень температуры двигателя, пробег указан, соответственно, общий. И 2 дневных. Пробег 1, пробег 2, все стандартно. Кстати, пробег здесь в милях, судя по всему, мотоцикл американский. Внизу идут часы. И вот здесь вот самая удобная вещь, я обожаю эту тему. Здесь показывается та передача, которая в данный момент включена на мотоцикле. Вот, допустим, стоило нам включить первую передачу, сразу индикатор. Если честно, мне вот на моем мотоцикле Yamaha Super Tenere очень не хватает вот этого указателя. Ну и вот здесь вот расположены небольшие такие указатели поворотов, левый и правый. По приборам управления на левом пульте ближний дальний свет, поворотники, сигнал. И вот эта кнопка управляет поднятием и опусканием ветрового стекла. Правый пульт стандартный, старт-стоп двигателя, заводить. И вот небольшая такая нестандартная вещь, аварийка находится вот здесь, на правой ручке. Вот лично мне это неудобно, потому что правая рука обычно занята газом и передним тормозом. И, ну, может быть, это дело привычки, но обычно аварийка всегда здесь находится. И, ну, на мой взгляд, это было бы удобнее. Итак, давайте вот вначале о плюсах, которые лично для меня являются, ну, прям такими вот ярко выраженными.
У этого мотоцикла чертовски удобное сиденье водителя. Ничего не могу сказать за сиденье пассажира, но вот водительское сиденье здесь просто песня. Сидеть на нем очень удобно. Ну и также нужно сказать, что под этим сиденьем находится очень много места для того, чтобы сложить инструмент и какие-то вещи, которые нужны в дороге. Обычно это все прячется в кофры, но в этом случае, в случае Yamaha FJR, там полно места. И я думаю, весь инструмент и все такие технические вещи, которые нужны в дороге, поместятся под этим сиденьем. Конечно же, этот мотоцикл может похвастаться шикарной ветрозащитой. Помимо того, что у него есть большое ветровое стекло, которое еще и поднимается вверх-вниз, и все это делается с руля, с кнопки. Плюс ко всему, у мотоцикла есть вот такие вот замечательные боковые лопухи, я не знаю, как их назвать. Здесь откручиваете всего 2 болта, и они меняют свое положение. Соответственно, вы можете выдвинуть дальше, и ваши ноги больше будут защищены от ветра. Ну и я думаю, раз мы затронули тему ветрового стекла, которое регулируется у нас, напомню, с кнопки. Вот сейчас я нажал кнопку и поднимаю его самое верхнее положение. Когда вы путешествуете, вам нужна хорошая ветрозащита, вы поднимаете его максимально, едете с ним, но в этот момент мотоцикл ваш, скажем так, теряет определенную эстетику, потому что стекло вышло вверх, ушла такая определенная линия красивая, и вот тут вот открылись места, по которым ездят полозья. Но посмотрите и оцените решение конструкторов Yamaha. Когда вы приезжаете на парковку и выключаете зажигание, ваше стекло уходит в нулевое положение, и ваш мотоцикл выглядит эстетически, просто замечательно. Я думаю, это такая приятная мелочь, на которую стоило обратить внимание. А также у этого мотоцикла есть крутая вещь – регулировка. Вот один барашек регулировки и вот второй. Дело в том, что у мотоцикла 2 фары, и эти барашки регулируют подъем и наклон фар. Соответственно, не нужны никакие ни ключи, ни инструменты. Прямо по трассе, в зависимости от того, насколько вы загружены, вы можете отрегулировать свой свет, сделать его выше или ниже. Это удобно. Также с этой стороны я считаю нужным показать очень грамотное решение инженеров Yamaha, на мой взгляд. Вот здесь заливная горловина масла в мотор, и здесь же находится масляный фильтр. Соответственно, я уверен, что этот мотоцикл проектировался как мотоцикл для дальних и долгих путешествий. И когда вы покоряете, я не знаю, там какой-нибудь маршрут в несколько десятков тысяч километров, сменить масло для вас это вообще не проблема. Вы его сливаете и прямо отсюда меняете фильтр, даже никуда лезть не нужно. Это очень грамотное решение, лично на мой взгляд. Также у этого мотоцикла бесспорно есть плюс, который мне очень нравится. Это удобные зеркала. Они разнесены очень широко, крепятся они не на руле, а непосредственно на пластике, на морде мотоцикла. И обзор в них, просто замечательный. Можно сравнить с обзором в зеркала какого-нибудь джипа. Имея мотор 1300 кубиков, я думаю, не лишним будет сказать об этом мотоцикле, что у него, просто космическая динамика. Он не просто валит на верхах, как все спортбайки, он еще и с низов очень тяговитый. Поэтому вот лично у меня от него ощущение, такое впечатление, что я сижу на какой-то турбине самолетной. У него и звук от мотора очень похожий. Когда ты начинаешь набирать скорость, когда ты начинаешь разгоняться, звук от мотора сравним со звуком турбины. Признаюсь честно, когда я катался на этом мотоцикле, у меня возникало желание одеть костюм, туфли и поехать на нем. Он эстетически очень классно выглядит, и у него есть такой вот приятный нюанс, такой вот небольшой бардачок для того, чтобы положить документы. Соответственно, ты вышел, документы сюда бросил, закрыл и поехал. Очень удобная вещь, и, насколько я понимаю, он герметичный, вода туда не попадает. Также огромный плюс, я считаю, для себя – это карданная передача. Но, если честно, я думаю, что в таком мотоцикле такого класса, созданного для путешествий, с таким мотором, я думаю, ни цепь, ни ремень тут были бы точно неуместны. А вот кардан здесь очень и очень в тему. Ну а теперь давайте, скажем так, о минусах. Тех минусов, которые я вижу для себя, как в принципе для потенциального владельца такого мотоцикла. Во-первых, дело привычки, конечно же, да и вообще вопрос удобства – это посадка. Посадка все-таки здесь идет с наклоном к рулю. Соответственно, спина у вас не прямая, а все-таки посадка напоминает спортивную посадку, несмотря на то, что руль довольно-таки высок. Все равно ноги поставлены высоко и сильно согнуты в коленях. Для себя такую посадку я не рассматриваю. Также для меня является таким неоспоримым минусом – это большой расход
расход этого мотоцикла. В интернете, в обзорах, да и в технической информации пишется, что у этого мотоцикла средний расход на 100 километров составляет в районе 6 литров. Но хозяин сказал мне, что этот мотоцикл при том темпе езды, который ездит он, это крейсерская в районе 150-170, у этого мотоцикла расход 10 литров. Но, конечно же, для путешествий, для дальних путешествий расход в 10 литров это не самый, скажем так, приятный момент. Он сильно ударит по бюджету путешествия, поэтому, конечно же, я бы не рассматривал лично для себя такой расход. Мотоцикл довольно-таки тяжелый, и это понимаешь вот буквально сразу, как только на него садишься. И я думаю, что человеку без опыта, если вы, скажем так, не ездили на мотоциклах, на больших, на тяжелых, и только планируете обзавестись таким мотоциклом, а до этого у вас, не знаю, был какой-нибудь легкий мотоцикл, я думаю, вам стоит серьезно подумать о том, садиться на него или нет. Потому что у меня рост 183, вес 95 килограмм, и этот мотоцикл для меня не легкий, он тяжелый. Ну, достаточно сказать о том, что у мотоцикла 280 килограмм сухой массы. Соответственно, когда он снаряжен бензином и маслом, это все 300 килограмм. И нужно еще научиться его держать. Конечно же, когда вы тронетесь и поедете, проблем с этим не будет. Он прекрасно управляется. Все-таки это Yamaha. Но нужно понимать, что помимо прямых прострелов у вас будут еще и города, и перекрестки, и какие-то неудобные заезды в гостиницы и все остальное. И его вес может сыграть с вами злую шутку. И последним таким минусом, который я для себя определил, прокатившись на этом мотоцикле, это отсутствие шестой передачи. Я небольшой специалист по Yamaha FGR и не знаю, такая ли ситуация на всех этих мотоциклах. Возможно, уже в более свежих версиях шестая передача появилась. Напомню, этот мотоцикл 2006 года. Но вот конкретно на этом мотоцикле лично мне шестой передачи не хватает. Мне кажется, что если бы она здесь была, то мне было бы ездить на нем намного и намного приятнее. А в остальном, друзья, это, конечно же, пушка, а не мотоцикл. Крутой, замечательный. Он классный, мощный, скоростной, с прекрасной ветрозащитой. А теперь еще и с очень классными, я надеюсь, на это колесами от компании Anlas. И сегодня мы можем смело отправляться на тест этих колес. Напоминаю, впереди у меня неделя дружбы с этим мотоциклом. Поэтому одеваем экипировку и начинаем наш тест-драйв покрышек от компании Anlas Capra RD. Ну что могу сказать в завершении? Конечно же, Yamaha FGR это просто замечательный мотоцикл. Проведя с ним неделю, я получил массу удовольствий и массу впечатлений. К сожалению или к счастью, сейчас это не мой мотоцикл. Я имею в виду, что сейчас я все-таки хочу путешествовать в классе Tour Enduro. Но если бы у меня была возможность иметь несколько мотоциклов в своем гараже, Yamaha FGR обязательно бы там стоял. Поэтому, друзья, выбирайте для себя те мотоциклы, на которых вы будете счастливы и на которых вы сможете как можно больше путешествовать. А от себя по традиции, друзья, желаю: путешествуйте и всем добра!